Трамп хочет, чтобы сделка была, да, чтобы была какая-то договоренность, чтобы он мог сказать, что я молодец, я как обычно, да, я всех победил, я встретился с Путиным, я договорился. То что, ему надо что-то бросить кость. И, кстати, об этом как раз говорил Лукашенко. Он говорил о том, что приезжал, когда к нему Келлах, Кит Келлах, Лукашенко с ним обсудил перемирие, воздушное перемирие. И вообще-то это высказывалось как альтернатива остановке военных действий на фронте. То есть либо остановка военных действий на фронте, либо хотя бы перемирие одно, второе, третье. Энергетическое в воздухе и на море. То есть Владимир Путин может сказать: вы просили, мы сделали. Аляска как раз была выбрана как место встречи саммита между Трампом и Путиным. Именно по той причине, что Зеленский туда просочиться не сможет. Так не так очень просто туда попасть. Если он в другие места там приезжал и наматывал круги вокруг помещений, где проходят переговоры, и там требовал Путина при прилета к нему и так далее, то здесь он так просто не приедет. Соединенные Штаты, виза, режим, все такое. Да, и место там, нельзя сказать, что такое сильно благоприятное для пребывания на улице. Аляска все-таки. Там военная база, да, насколько мы сейчас, утечка говорят, где будет проходить встреча. То есть режим охраняемый, объект охраняемый. Поэтому просочиться будет не так просто. Какой смысл встречаться с Зеленским? Нет смысла. Он что, действующий президент, он подтвердил свои полномочия выборами? Нет. За него не голосовали, его срок истек. Может быть, сказать о том, что это человек, который много сделал для Украины, поэтому его можно пригласить и мнением поинтересоваться. Нет, он привел страну к катастрофе. В Конгрессе комитет проголосовал, пока комитет, только не Конгресс, да, увеличение помощи. Потом это будет вставлять в бюджет. Трампу будет выкручивать руки. Производители оружия будут давить и использовать лоббистские схемы для того, чтобы продолжалось военные действия, и у них покупали оружие, чтобы закладывали это все в бюджет американский. Встречается Трамп и Путин, объявляют о воздушном перемирии, выдают это как за большую победу, и война на фронте продолжается. Трамп может сказать о том, что поскольку ударов по территории России больше не намечается, мы прекращаем передачу разведданных. Поскольку Украина не согласилась на то, чтобы закончить военные действия и передать часть территории Донбасса, то России, то мы полностью прекращаем поставку оружия даже за день. Может такое сказать? Может. Почему украинцы ненавидят Зеленского? Он мог прекратить войну, даже если не допустить ее начала. Он мог ее прекратить в любой момент времени, договориться с Россией на каких-то условиях. Но он все делает, чтобы война не заканчивалась, чтобы украинцы погибали. Но это ладно, могла быть у человека такая позиция. Но при этом он должен был сам делать все для того, чтобы украинцы и Украина там побеждала. А что они делают? Они обворовывают этих солдат. Они получают помощь из Соединенных Штатов, из Европы и воруют в больших объемах. И все об этом знают. И Соединенные Штаты об этом знают. И Трамп может начать расследование. Даже, в общем-то, и расследовать-то сильно не нужно. Все документы есть, перечисления, прослушки. Вот поверьте мне, все готово под санкционные пакеты против окружения Зеленского. Если ввести санкции против окружения Зеленского, они продадут все. Лишь бы этих санкций не было.
Только угроза санкций, они побегут все сразу сдавать Зеленского. И надо просто Трампа подтолкнуть к этому. Тот опросы показывают, что большинство населения сейчас против войны. Уже показывают. Подожди, они показывают не те цифры. Там буквально очень малое количество людей за то, чтобы война продолжалась. Причем за то, чтобы война продолжалась, это окружение Зеленского, всякие блогеры, там, условные ветераны войны, которые на той войне, в общем-то, и не были, которые ходят по студиям, зарабатывают на этом деньги. Срочносборщики, которые собирают деньги, на этом зарабатывают. И политики, элита, бизнес. Даже те, у кого остались предприятия на Донбассе, я точно знаю, уже готовы, пускай атом останется под контролем России. Но война прекратится, потому что дальше будет хуже. Это общая точка зрения. Зеленский сейчас в меньшинстве. С одной стороны давят Соединенные Штаты, с другой стороны народ не хочет воевать, в-третьих элиты за то, чтобы война прекратилась.